Жар стоял, как бетонная плита. Парковка у торгового центра «Гранд» плавилась под полуденным солнцем. Асфальт отдавал тепло, автомобили будто растекались и вздыхали горячим воздухом. Темно-синий седан Hyundai, припаркованный в самом центре ряда, напоминал печку. Металл нагревался, стекла пылали розово-оранжевым отблеском. Внутри, на заднем сиденье, прижата к стеклу, боролась за жизнь белая кошка по кличке Лилу. Она была маленькая и тонкая, шорстка, когда-то чистая и белая, теперь липла к коже от испарин. Лилу царапала стекло, оставляя мелкие следы когтей, пыталась вырваться наружу, тяжело дышала, язык свисал в фирменном кошачьем жесте безнадежности. Температура в машине подскочила выше 60 градусов, состояние, которое ветеринары называют тепловым ударом. Сердце животного колотилось все слабее, дыхание становилось рваным и поверхностным. Люди шли мимо, и их шаги были одинаково безразличны. Кто-то ускорял шаг, кто-то щелкал телефоном и записывал видео, чтобы потом выложить в социальных сетях, а кто-то просто проходил, отводя взгляд. Мяуканье Лилу постепенно превращалось в хриплый стон, но звуки ее боли терялись в людской толпе, в гуде кондиционеров магазинных витрин и в бессмысленных разговорах о распродажах. Происходящее на парковке обрело скользкую театральность. Толпа собиралась вокруг, как будто ожидая спектакля, но никто не решался действовать. Камеры мгновенно фиксировали трагедию, и этот факт лишь подогревал стремление зрителей стать свидетелями, а не спасителями. Все варианты вмешательства казались слишком неудобными. Кто-то ссылался на чужое имущество, кто-то — на возможные юридические последствия. Охранник торгового центра Сергей, весь в бейджике и аккуратно выглаженной форме, стоял в стороне, держал телефон у уха и трижды набирал диспетчера, как будто обязательство протоколировать важнее, чем спасти жизнь. Лилу уже едва двигалась. Ее глаза, широко раскрытые от ужаса и боли, стали мутными. Она пыталась поднять голову, но шея не слушалась, задняя лапа подергивалась в последнем судорожном движении. Температура тела достигла критической отметки, облегчение было все дальше. Люди, записывая кадры на ленты своих телефонов, не могли не замечать. Некоторые вдруг становились неловкими, кто-то делал репост и уходил. Крик совести тонко шевелился в нескольких прохожих, но никто не преодолел внутреннюю лень и страх. В этот момент на парковке появился человек, чей вид можно было бы назвать неприметным, если бы не решимость в глазах. Игорь шел с работы. Электрик в тяжелых ботинках и с засаленной курткой, запах бензина в волосах и рука, все еще дрожащая от проводов. Он остановился у припаркованной машины и увидел. Кошка лежит у окна, царапает стекло, лихорадочно всхлипывает. Что-то внутри Игоря сжалось. Он взглянул на людей вокруг и, как будто противясь невидимой массе безразличия, сделал шаг вперед. Сначала он просто подошел ближе и постучал кулаком по стеклу, стараясь привлечь внимание владельца. Тишина. Затем он оглянулся. Никто не поднимал руку, никто не шевелился помочь. Глаза Игоря стали жестче. Он взял с земли камень, глянув на существо в авто, и с одним мощным ударом разбил заднее стекло. Хруст разлетелся по парковке, и в этот звук вмерзла тишина шока. Люди отпрянули, несколько подростков испуганно хлопнули в ладоши. Толпа зашумела, кто-то кричал «Вандал!», кто-то «Зачем ты это сделал?», но Игорь не смотрел на их реакцию. Он открыл багажник и осторожно, как будто трогал ребенка, вытащил Лилу. Она была почти безжизненна. Холодная на ощупь, ноги свисали, дыхание тонкое, тусклое. Он прижал ее к себе, пряча от палящего солнца, и побежал к фонтану у входа в торговый центр. Вода била мелкими струйками, он намочил платок и стал прохлаждать животное. Лоб, уши, живот.
Лилу лизнула воду, сначала лениво, потом все настойчивее, и это малое движение как бы ответило на зов жизни. Толпа вокруг уже не была просто наблюдательной. Кто-то ругал Игоря, кто-то снимал, но лицо у многих стало другим. В их глазах появилось недоумение, стыд. Охранник Сергей, вначале ограждающийся регламентом, все больше ощутимо напрягся. Его телефон только что молчал по вызову, а теперь его брифинг по протоколу казался дешевой отговоркой. Он записал номер автомобиля, как предписывалось, но когда видел Лилу, его руки дрогнули. Через минуту пришла и хозяйка машины. Лариса Павловна, женщина лет 40, в дорогом платье и с сумочкой на ремне, кинулась к разбитому стеклу и увидела свою кошку, дрожащую в чужих руках. Гнев вытеснил страх. Она закричала на Игоря, обвинила его в хулиганстве, вандализме, в порче имущества. «Вы что себе позволяете? Это моя машина. Можете ответить за это в суде!» — крикнула она, но голос ее дрожал почти так же, как лапы Лилу. Игорь стиснул зубы и не отпускал кошку. Он ответил ровно и спокойно, указывая на очевидное. Она умирала. Ты оставила ее в машине на солнце. Я сделал то, что надо было сделать, чтобы спасти жизнь. Его слова звучали просто, но в их простоте была непоколебимая правда. Толпа, сначала нацелившая свои телефоны на вандала, теперь переместила фокус. В телефонах появились кадры плачущей хозяйки и спасенного животного. Подростки, прерывавшие выкрики, вдруг стали на сторону Игоря. Кто-то лайкнул, кто-то выкрикнул «Герой!». Неловкость и вина потекли по карманам людей, сменяя прежнее безразличие. Охранник, поддавшись давлению, набрал 102. Патруль прибыл через несколько минут, и сержант Каменев, суровый мужчина с усталыми глазами, внимательно осмотрел Лилу и потребовал вызвать ветеринарную скорую. Приехала дежурная машина зоопомощи. Документы, объяснения, показания. Служебная машина зафиксировала все обстоятельства, и команда ветеринаров, едва взглянув на животное, была ошарашена. Если бы он опоздал минут на 15, было бы поздно. Игорь честно признался в порче стекла. Полиция, проанализировав записи парковочных камер, там четко видно, что кошку оставили в машине около 1,5 часов назад, квалифицировала его поступок как причинение вреда имуществу в состоянии крайней необходимости. Формально его можно было обвинить, но здравый смысл перевесил бумажную волокиту. Составлен протокол по статье о жестоком обращении с животным против владелицы, а Игорю объяснили, что его действия правомерны. Лилу была изъята у владелицы и передана в ветеринарную машину, а Игорь положил ее в свое авто и поехал вслед. В клинике «Биосфера» потертые руки доктора Елены и холод кондиционера сделали атмосферу не такой жестокой. Диагноз был суров. Температура тела 41,5 градуса, обезвоживание, начавшаяся почечная недостаточность, еще полчаса, и животное бы погибло. Лилу подключили к капельнице, вводили электролиты, ставили восстановительные растворы. Игорь, не жалея денег, оплатил экстренную помощь прямо на месте. Он сидел рядом с клеткой, держа руку на шерстке, и по ее слабому мурчанию понял — дыхание возрождается. К вечеру было видно улучшение. Лилу стала мягко тереться о руку Игоря, и в ее маленьком теле проснулась благодарность. Он позвонил жене, Светлане, и рассказал, как все произошло. Она приехала поздно вечером, уставшая, но морщины от беспокойства смягчились, когда она увидела кошку, припавшую к руке мужчины. Светлана, практичная и заботливая, быстро начала готовить все необходимое: переноску, лоток, наполнитель, корм. Решение было принято. Лилу останется с ними. Пусть юридические разбирательства еще шли своим чередом. Для этой маленькой жизни
Важнее было сейчас тепло и дом. Когда Лариса Павловна попыталась вернуть кошку, надеясь на правовой порядок, ее обвинения отскочили о холодный рассудок капитана Каменева и доктора Елены. Камеры парковки и свидетельства толпы были беспощадны. Ее 5 минут на шопинге обернулись 1,5 часами мучений. В итоге Лилу была конфискована в интересах животного, и служба контроля за животными передала животное на попечение Игорю и Светлане. Формальности завершились подписанием бумаг о передаче под опеку. Волна медийного шума подняла Игоря на пьедестал героя. За одну ночь его имя обсуждали в новостях, его снимки благодарили в соцсетях, ему приходили звонки от друзей, журналисты просили интервью. Он чувствовал себя неловко от внимания, но понимал. Простое действие, совершенное закономерно и своевременно, оказалось тем мостом, который связывал общество и добрую сторону людей. Люди отдали свои деньги, звонили со словами поддержки, кто-то перечислил средства на лечение. Небольшие суммы превратились в реальную помощь, и Лилу получила все нужное для восстановления. Дома Барсик, территориальный кот семьи, сначала встретил новенькую с настороженностью. Его царственное выражение превратилось в недоумение, когда Лилу, еще слабая, но уже заинтересованная, потянулась к миске и не стала конкурировать за внимание. Светлана устроила карантинную комнату в ванной, где Лилу лежала на мягких полотенцах и постепенно начала принимать мир. Ночи Игоря стали короче. Он не спал, если слышал малейший звук из ванной. Барсик тоже просыпался и иногда подходил к переноске, будто спрашивая разрешения. День за днем Лилу восстанавливалась. Капельницы сменялись легкими кормлениями, а потом прогулками по квартире. Жизнь вокруг вернулась в прежнее русло, но история на парковке осталась как напоминание. Она показала, как быстро растет волна сопереживания, если есть тот, кто первым разрушит молчание. Игорь больше не был просто электриком в тяжелых ботинках. Он стал тем, кто поднял сознание людей, кто показал, что мораль требует действия, а не только лайков. Для Лилу же началась новая глава. Она пережила мучения, чтобы дать шанс довериться человеку, и в глазах ее теперь сияло уверенное спокойствие. Иногда, сидя вечером на диване с Лилу на коленях, Игорь вспоминал тот момент у разбитого стекла. Звук хруста стекла, шорох толпы, запах солнца. Он понимал, что сделал то, что должен был сделать любой из нас, оказавшись перед страданием. Иногда добро — это просто не сдержаться, переступить через правила и сделать шаг. А иногда этот шаг меняет чью-то судьбу.